Здравствуйте, всем, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я Лео, канал Hardplay. А это значит, то, что час может быть немного больше. Да, мы с вами проведем в прекрасной компании и с телеканалом Ю, потому что телеканал Ю это что? Правильно, всем, да, все любят телеканал Ю. Беременна в 16, 7 сезон, 3 выпуск, Любовь, Краснодар. Краснодар прекрасный город, Любовь очень красивое имя, у меня первое было, с третьим первая была, да, Любовь тоже. Прекрасная, прекрасная, молодец, умница, дочка, да. Дай бог здоровья. Ставьте лайки, кто ждет следующую серию, вы на той там нагрузили немерено. Будет время, посмотрю, кстати, первую серию. Я видел то, что вы просите, да. Пишите комментарии, ну и подпишитесь на канал. Да, много вас подпишется, будем вообще только телеканал Ю смотреть. Да, вообще просто АФК контент пойдет. А чё там? Поехали! Все, пошла слезаторная музыка. Привет, меня зовут Люба, мне Здорово. 15 лет, я живу в городе Краснодар. На первый взгляд может показаться, что я девчонка добрая и милая, Да и на второй тоже как бы может показаться. но это совсем не так. Характер у меня будь здоров. Я могу за себя постоять и, если что, дать отпор в школе, ну, и на улице гопникам. Но Не, просто ну- так в драку я, конечно, не полезу. И кулак достаю только, Работаю всегда на упреждение. когда Сразу. вижу несправедливость. Мне не нравится, когда люди врут, за спиной говорят. Нужно подойти и сказать в глаза. Но если честно признаться, когда хорошо. в глаза говорят, я тоже не люблю. И если услышу Биполярка. В лицо мне не говори, получишь прямого. За глаза тоже не нравится, короче. Ты, мать, определись, что тебе нравится, что не нравится, что это начинает. в свой адрес что-то плохое, Ну, 15 лет, как говорится, трудный возраст, смятая постель, да, плакать лучше в дождь или в метель, вот это вот. Поехали. игнорировать не могу. Я Вот помню, в классе сидели, биология была, возле одноклассника стояли с девочкой, и он что-то не так про мой чехол сказал, и я Я ему просто встала и двойку. На! Спокойной ночи. взяла его об стенку головой ударила. Он просто возле стенки сидел. С одноклассниками в школе у меня отношения были ужасные всегда. Пограничные. В младших классах надо мной постоянно издевались из-за моей внешности. Какой внешности? Все Нормально. говорили, что у меня щеки большие, нос большой. И это не одноклассники, это какие-то. Но мне всегда было Стандартная пофиг, что история. говорят обо мне другие. У меня с самооценкой все в порядке. А, ну И я понятно. знаю, что я идеально красивая девушка. Но, как говорил мой дед, я твой дед. Он говорил, да, великую фразу: не бывает некрасивых девушек, Алешка, бывает мало водки. Да, молодец, давай, Я продолжай. люблю свою фигуру, я клевая, и я люблю за собой ухаживать. А вот Ну, моей маме, ее зовут Оксана Валерьевна, Оксана не Валерьевна. нравится, что я люблю себя. Из-за этого мы часто с ней ругаемся. пучок Она какой. говорит, что я думаю Ля. только о себе. Люба, я просила же тебя все поубирать в холодильник. Какого стоит вот это вот все? Посуда не... Там что, в тазу хрючево навалено? Мать для тебя в кастрюлю готовит, для нее в тазу или что? Как это работает? умыта, Что это ничего такое, не бля? сделано. Она сильно эгоистичная стала. Очень сложный характер. Бывают такие моменты, да, приходишь мама с работы, Люба. там, и она просто лежит, ну, и не хочет ничего делать. Ух. Я уходила на работу, приготовила поесть. Я просила убрать кастрюли. Я с У меня кем сегодня разговариваю? нет желания что-то делать. Смотри, Оно а! вообще когда-нибудь бывает или не бывает? Честно, Кекс! Кексик пошел. Упаковка, говорит, уже вся потрепана. Последний, говорит, добиваю. Не могу, думаю, влезет, нет. ну, могу Ай, одно молодец. сказать. Маленькая О, растет. хорошая семья, я уже отсюда Моей вижу. маме 40 лет. Она всю Сколько? жизнь работает в ресторане официанткой. Ну. Зарабатывает в месяц 50 тысяч рублей вместе с чаевыми. Мы с ней Сколько? ругаемся по любому поводу. Например, ей не нравится, что я после 9 класса решила забрать документы со школы и уйти учиться в колледж. Моя мечта была стать поваром. А что, я не пойму, самому можно ребенку прийти забрать документы? Мне кажется, нас где-то немного обманывают. У нее на меня были другие планы. Повар это
Но я ее в этой на сфере поваров я не не гони. вижу. По нашей жизни повар, он получает копейки. Я хочу, Ух, с белым-то хлебушком как дал, чтоб с палец толщиной была. Только прям как взял, а еще сырка туда. Бам! А еще, знаешь, как вот так мазиком сверху с кетчупом. Ух! И сверху вторым еще хлебушком. Бам! Поехали. чтобы она куда-то Big там tasty. пошла учиться с медицинским уклоном. С медицинским. Медиком. Красиво. Но я маме сказала, что медиком становиться не собираюсь. И летом пошла поступать в Краснодарский технологический Я, кстати, говорил то, что ссылочка на телеканал Ю будет внизу в описании, и мой лайк, и мое сердечко, да, как всегда, с телеканалом Ю. колледж на повара. Но провалила вступительные экзамены, не набрала нужное количество баллов. Теперь я сижу дома и ничего не делаю, а мама из-за этого постоянно на меня кричит. Я прихожу домой, не убрано, ничего не сделано. В чем дело? Вынос мозга какой-то. Я хочу отдохнуть, просто полежать. Всегда подгоняет, бубнить что-то. Раньше у нас была хорошая и полноценная семья. Мой папа Сергей Валентинович защищал меня перед мамой и не разрешал ей повышать на меня голос. Но 3 года назад Вот моего как отца результат. не стало. Да что ж такое в каждом выпуске-то? Да почему? Телеканал Ю, ну скажите, ушел за Глебом. Да что ж такое, а? В каждом выпуске у вас просто какой-то трэш творится. Я перестала гулять, начала постоянно сидеть дома, а мама из-за стресса начала выпивать. Меня это очень раздражает. Я не могу видеть маму пьяной. Поехали. И что это опять? Ну, захотела отдохнуть, расслабиться. Что, нельзя? Я напиваюсь, я буяню. Я понять не могу. В чем проблема? Ну, не нравится, что ты пьешь. Иногда хочется вот домой прийти, тоже рюмочку выпить, Просто открыть, со ствола просто взять, засадить и нормально. поплакать. Добро пошло, Но добро. Я не считаю, что это очень плохо. Люба на это категорически Действительно. вот реагирует, что Что вот, такого-то? ты выпила, вот там что-то не так. Мне не нравится то, что мама впивает, так как это уже не просто сесть, расслабиться, а уже какая-то зависимость. Я считаю, что расслабляться можно другим способом, а не тем, как она, что она пьет, сидит. Пример этот. Танцевать. А та та тара та та тара та 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 тара тара тара. На. Тиктоки танцевать, да. Или это тиктоник. Что так вот? Стоишь, танцуешь, то полезнее. После смерти отца я перестала вообще гулять с друзьями. Но год назад моя подруга Аня уговорила меня сходить с ней на день рождения к ее другу. И там я познакомилась с ним, с моим теперь уже парнем Даниилом. Ой. Даниил старше меня на 2 года, ему сейчас 17 лет. Я вам клянусь, я не понимаю, я не могу понять, как это возможно. Ну, каждый божий раз, вот, я не хочу останавливаться на внешности людей. Ну, как возможно? Вот смотришь, идет вот пара, ну, я вам каждый раз это говорю. Ну, вот идет пара, вот идет вот нормальная, ровная девчонка, и с ней рядом этот... Или наоборот. Ну как это возможно? Ну ты что ж такое, а? Это баланс, это не баланс, это... Так, все, тихо, по внешности не судят. Я его очень сильно Главное, внутренний душевный мир. Правильно сказал? Внутренний. Короче, внутренний мир. люблю и счастлива, что мы вместе. Хотя изначально как парня его не рассматривала. Он мне не понравился изначально, просто тогда лысый был. Ну, как лысый. Ну, чуть волос было, но все равно. А вот Даня на меня запал сразу. Когда мы познакомились, Люба прям была... Вау, что это такое? Но она реально притягательная. Уже на следующий день после нашего знакомства Даня Беру свои добавился слова ко мне назад. в друзья в социальных сетях и написал, что я ему понравилась. Но я тогда даже не думала об отношениях с парнями. Мне не хотелось этого. Я об этом прямо ему Вот он! написала, об отношениях с парнями. Серега! Давай, заводи технику!
Давай во взвод! Хорошо, Саня, давай. У меня здесь ребенок, да иди, пошли его нахер. Создавай, давай. О, наливай. Поехали. Я что на мортоводом? Молодец, наш Мне не человек. хотелось этого. Я об этом прямо ему написала. Есть Но пробитие! Даниила это не остановило. Он вел себя настойчиво. В один из дней он подарил цветы, шоколадку, он уделял немного времени. И 2 кекса, блядь. За это его и полюбила. Ой, господи. Тихо! Романтичный, бегал за мной. А через какое-то время я это сделал. Твою мать. Она стала моей. И вот Чё мы с с ним? Даней встречаемся уже год. Я его безумно люблю и считаю, что мне повезло с парнем. Очень. Даниил сейчас Как и ему с учится на тобой. 2-м курсе Краснодарского политехнического колледжа на автомеханика. В будущем он хочет работать именно по этой специальности, ведь его О, страсть хорошая профессия. ремонтировать машины. О, Как давно ездил на ней? Последний раз неделю назад где-то, да. Вкладыши с кольцами менять надо будет, скорее всего. У меня просто как получилось, то, что я пошел на автомеханика. Меня крестный зарабатывал нормально денег в автосервисе. И я такой, нормально, пойду так же. Ну, такую же специальность. Даниил живет с мамой, папой и со своим младшим 5-летним братом Ваней. Отца Даниила зовут Максим Андреевич. Ему А можно не 37 говорить. лет. Он работает блядь, сколько? У нее что, год за 2 идет, что ли? Не пойму, или что? Что ж происходит-то с вами? Ёб твою мать, мне 36 в этом году. Какого хера? Блядь, я не пойму, я где-то эликсир молодости, что ли, мне кто-то подливает? Да что ж такое, блядь? У нас год разницы, ёпта. Что происходит? 37. электрогазосварщиком. Зарабатывает в месяц 60 тысяч О. рублей. Маму Ух. Даниила зовут Антонина Александровна. Они с папой Даней ровесники. Ей тоже 37 лет. Она работает мастером маникюра. В месяц зарабатывает 50 тысяч рублей. У Дани хорошие отношения с мамой. Данил меня очень любит. Блядь, просто таз. Таз взял, с салатом сделал и все. А что заморачиваться-то? Мы с ним как друзья. Всегда все мне доверяет, рассказывает, все мне. Мама у меня добрая, безотказный человек. Всем помогает. А вот с папой у Даниила сложные отношения. Максим Андреевич очень строгий мужчина, и Даня его боится. Папа может поднять на меня руку. Что-то не так сделаешь, что-то не так скажешь. Что-то будет не по-егоному. Хоть в чем проленился и все. Ну, я тоже так же рос. Я отца тоже уважал. И ничего против слова не скажешь. Также получал, что как еще разговаривать. Уже по-мужски, наверное, разговаривать. Не то, что там сисю. Я знакома с родителями Даниила, как и Даня знаком с моей мамой. Хотя мы с ним даже не потрясающе. планировали сообщать взрослым о наших отношениях. Но все получилось само собой. Дело в том, что 4 месяца назад родители Дани купили новую квартиру в доме, где живем мы с мамой. А более того, эта квартира находится на нашем этаже, прямо напротив. И когда Даня с семьей переехал сюда, мы им рассказали, что встречаемся. Родители Дани были недовольны выбором сына. Люба замкнутая, вечно хмурая. Лишний раз она даже не улыбнется. Чем она его взяла, я не знаю. Как чем? Были посимпатичнее девочки и постарше. Ты сейчас серьезно? Я думаю, что рано или поздно он остепенится, наиграется и найдет себе достойную пару. А вот моей маме Даня нравится. Она говорит, что мне повезло с парнем. Данил хороший парень, как бы у него и семья хорошая. Мы иногда выезжаем на природу, общаемся. Пьем вместе. А мне нравится. Но последнее время наши с Даней отношения стали ухудшаться. О, А все потому, что он постоянно напряжение начал идет. говорить мне, что я сильно поправилась. А он хочет, чтобы его девушка была стройной. Я говорю ей, давай худей, она меня не слушает. вот зараза. Я знаю, что нас девочек очень много смотрит, особенно в последнее время, когда, ну, преображение, так скажем, на лицо, да, как я помню, тоже я раз говорю, ну так вот, и я, значит, к чему я все это веду? К тому, что девочек очень много. Девочки мои сладкие, пирожочки мои. Вот сейчас я знаю, что у вас, вы разные у нас. Вот от вот этих вот, да, вот этих вот, ну вот которые, да, до вот это вот. Ух, бля, как...
И пошла волна. Да, новая волна. Мои хорошие, вы все хороши по-своему. Я вам еще раз говорю. Как говорится, на каждую рыбку найдется свой крючок. На каждую девочку свой. В общем, все любят разных девочек. Да, кто-то там... Так, в комментариях надо поддержать наших девочек, потому что кто-то, я тебе серьезно говорю, кто-то, знаешь, любит, чтоб прямо, как говорится, да, как дал раз по этой, да, пошло. В общем, девчонки, вы у нас все красивые, мы вас очень любим, да, особенно наших подписчиц, да. Когда меня на улице видите, подходите, говорите: здравствуй, мой хороший, я твои подписчицы, все, сразу произойдет что-нибудь. Поехали. И мне будет скоро Бля, что я сказал только что? стыдно с ней выходить на улицу. Но Даня теперь точно никуда не денется, и ему как миленькому придется смириться с моей фигурой, ведь Это 15 лет? Пу-пу-пу. я беременна. Брызнул, дурак. Вот бестолочь, а. Господи. А вы когда-нибудь видели мажора вживую? А мы это уже смотрели. Можете тоже найти на канале. Ролик уже вышел, да. Не было. Люба, а что случилось с тобой? Что ты в туалет постоянно бегаешь? Я не знаю, что-то плохо, может, отравилась. А давно были у тебя месячные? Не знаю, мам, я уже не помню. Ну, ладненько, хорошо, давай. Я пошла на работу, опаздываю. Если что, звони мне, хорошо? С пучком опять на голове. Я маме соврала, что не помню, когда у меня были последние месячные. Я веду календарь Не, ну 5-й бургер явно был лишним. этих дней, и все прекрасно знаю и помню. И у меня действительно задержка, уже как на 3 недели. Я действительно боюсь и переживаю, что я беременна. Да все нормально. Есть надежда, что это просто какие-то сбои в организме, и все. Я решила, что Сбой. дальше оттягивать смысла нет. Пора делать тест на беременность. Позвонила Даниилу и сказала, чтобы он Какой компот пьешь? Я не знаю, короче. Там яблочный. Я лайфхак придумал. Короче, берешь компот, да? Мне, значит, вот делают, да, вот его компотик. Я всегда думал, как, чтобы было хорошее настроение на стриме. Знаешь как? Короче, компотик берешь на столе, оставляешь яблочный. У меня в студии 22 градуса. И знаешь, вот так вот щепоточку, вот так вот сахарочка кидаешь, да, и уходишь. Вот, а через 2 дня смотришь беременна в 16. Очень хороший компот, мне очень нравится. Мне все 2-ю бутылку тоже сегодня принес. А что? немедленно уходил с пар, купил в аптеке тест и ехал ко мне домой. А что случилось? Ну, придешь потом поговорим. Давай быстрее, Дань. Хорошо, скоро буду. Давай. С Даней заниматься сексом мы начали только пару месяцев назад. Не говори мне это, какое мерзкое слово. А вы как вот это называете? У вас есть какой-нибудь, ну, слово, там, теребушечки, там, теребонечки, нет? Ужасно вот это начали заниматься вот этим. Это какая-то вообще отвратительная фраза, да, ужасная, да. Соитие, когда происходит. Волшебство. Какое волшебство, мать, нам уже за 30. Куда ты? Какие волшебства-то у тебя? Ой, господи. Напиши тоже в комментариях, как ты это называешь. Волшебство. Я была девственницей и боялась начинать взрослые отношения, но Даня хотел и постоянно заводил тему об этом. Ну, она боялась. Я говорю, что ты боишься, давай. И я парень, и мне хочется что-то такого плохого. Я понимала, что Даня уже взрослый. Да, он точно на 2-м курсе института. Я парень, и мне хочется такого чего-нибудь плохого. И вдруг я ему не дам, он меня бросит. Поэтому я согласилась начать интимные отношения. Я много читала об этом информации и знала, что нужно предохраняться. Но Даня меня убедил, что это не обязательно. Он знает, как правильно, и у него все под контролем. Ты его видела, нет? Он разговаривает, он 3 слова связать не может. Ты что, сумасшедшая? Под каким у него что контролем? Надеюсь, что это так и есть. Ой, А бля. моя задержка связана с чем-то другим. С чем-то не другим. С беременностью. Конечно. Даня приехал после моего звонка уже через полчаса. Что такое? Давай тест быстрее, Дань. А что такое, ты можешь сказать? Мама ушла. Ты что, совсем дебил, реально? Тебя как назвать еще? Ну как ты думаешь? Вот ты пришел с тестом в руке, говоришь, что такое?
Ты, у тебя ничего нет, нигде связь, да, у тебя не пересекаются два этих идеи, две у твоих нет нигде. Смешной парень. Молодец. Я в туалете, но услышала, что мне плохо. Спрашивают, что случилось? Я сказала, что просто отравилась. Все хорошо, иди делай. Я пошла и сразу сделала тест на беременность. По инструкции написано, что результат проявляется через 5 минут, но ждать этого времени не пришлось. Уже через 2 минуты я увидела четкие 2 полоски. Та-та. Аня, привет. Молодец. Но он все знает, у него все под контролем. Я в шоке, я молодая. Да, не зачем под мне контролем. щас надо? Это, конечно... Вы мне можете объяснить, а зачем он на тест, зачем он ей купил тест на ковид, зачем он писала на тест на ковид? Никто не знает, ну ладно. Что это? 2 полоски. Ёб твою мать, картина Репина. Что это? И что это? Я не знаю, как так вышло. 3 Я полоски. аккуратно делал все. Что делать будем? Это Я Адидас, же говорю, Дань. что все будет нормально. Как это? А? Как это у тебя вышло? Ну как? Не знаю. Батей становиться сейчас не хочется. Пересек двойную сплошную, сынок. Лишение прав на нормальную, счастливую, свободную жизнь. Дебил, блядь. Я считаю, что надо делать аборт, так как я не готова. Мне надо учиться, получать хоть какое-то образование. Ох, Мы бля. с Даней решили, что нужно сначала все сообщить моей маме, так как если Даниила отец это узнает, он просто его убьет. Мама вернется с работы через 3 часа, и мы вместе ей расскажем. О, Уже это боюсь будет представить, потрясающе. что она сделает со мной. Сейчас мать надроченная с работы придет, она вам устроит, блядь. Ну, привет. И что это вы тут сидите с кислыми мордами? Я не знаю, как тебе сказать об этом. Данил, Не знаю. ну это какой-то. Но это у меня не складывается в голове. 15 лет, ребенок беременный. Я же вас предупреждал. Вы что сделали? Я же с вами с двоими разговаривала. Вы понимаете, что сейчас будет? Отец твой знает об этом? А Тоня знает об этом? Не знаю, как им даже сказать это. Я знаю, что у меня отец очень строгий, и я получу по шее. С твоим папашей я разговаривать не буду. И что хоть убьет он пусть тебя, мне Мама сказала, что вообще не хочет сегодня с Еще. нами разговаривать, а завтра с утра мы пойдем в больницу, на УЗИ, чтобы узнать, а действительно ли я беременна. Может, тест показал ошибочный результат? Я на это очень надеюсь. Ну как раз ближе к 1 классу ребенка выйдет. Всю ночь я не могла уснуть. Думала о том, что случилось. Вообще не представляю, как я могла так вляпаться. Я не представляю, куда кто смотрит, но это просто потрясающе. Мне всего 15 лет. Мама со мной все утро не разговаривала. Интересно, почему? Давай Ночью мы вместе поехали в попробуем клинику. догадаться. Нас сразу отправили на УЗИ. Алло? Это полиция? Да, вы знаете, у вас маточная беременность. допрыгались. Беременность соответствует где-то 11 неделям. Чего? 11 недель? Это 2 месяца, что ли? Что совсем? А, больше даже. Да. А аборт можно? Вы знаете, на данном сроке аборт будет уже достаточно опасной и травмирующей для вас процедурой, учитывая ваш возраст, Вот дебилы, а. первую беременность. Никаких абортов, я против абортов, нет. Ну, во-первых, Люба несовершеннолетняя. Естественно, первый аборт. В дальнейшем вдруг у нее детей не будет. Я против аборта, вообще против. Когда я увидела на экране эмбрион, внутри меня все сразу перевернулось. Я поняла, что это мой ребенок, и я перехотела делать аборт. После УЗИ я сдала анализ крови, и меня сразу Я один жду поход к папе. Унила. поставили на учет в женскую консультацию.
Через месяц мне нужно будет прийти в больницу и пройти первый скрининг. Я, знаете, сейчас только о чем подумал. Не хочу это говорить. Мы же все, да, понимаем то, что она, родила, да, уже. Мы же все понимаем, да, что ребенок рано или поздно он вырастет. И когда он откроет видео, на котором скажет: мама, а можно аборт? Мне кажется, он будет не очень счастлив это увидеть. Чтобы узнать, как развивается ребенок. Мама сказала, что Антонина Я сегодня, кстати, тоже узнал, как развивается ребенок. Все в порядке, все нормально. Александровне она расскажет все сама. Я об этом Если что, я не про своих детей. Это такой очень, знаете, тонкий искрометный юмор, да. сообщила Даниилу. Я боюсь реакцию родителей, поэтому тетя Оксана сообщит это моим родителям сама. Я этому рад. Это просто феноменально. Пойдем черешню посмотрим, мне Пойдем малому посмотрим. купить надо. Ты знаешь, Он мне я вчера так с заказывала. тобой хотела... Ты куда на рынок-то ее повела? Ты лучше иди где-нибудь мимо этих, где больничка, чтобы, если что, сразу ее откачали. Ты бы лучше встречу назначила сразу где-нибудь в приемном покое. Поговорить? О чем? Даня тебе ничего не рассказывал? О чем мне должен был рассказать? Ну, в общем, хочу тебе сказать, Люба беременна. Что ли? Я в шоке. Какая беременность в 15 лет? Они что, совсем? Они о чем думают? Ну как так? Как вообще это можно было допустить? Ну отец же разговаривал с Данилом, что надо предохраняться. И тут они такое заявляют. Ну, так получилось. И как Когда-нибудь вот этот пучок, он распускается, голова когда-нибудь моется, нет? давно? Ну, вот мы недавно узнали. Да, а потом вот мне в чате уважаемые люди пишут, а потом он еще, ребенок посмотрит твой стрим и почитает комментарии. И так, во-первых, я уже тогда буду старенький. А стареньких бить нельзя. Правило есть такое неписанное. Так что это все актеры, это шоу, это не считается. Узнали. Ой, у меня слов нету, что-то меня аж затрясло, блин. Это вообще трэш полный. Я очень зла на Оксану, что она не уследила этот момент. Так как они часто находились у нее дома, она должна была смотреть. Если она уходила на работу, она должна их просто была выселять из квартиры. Так как делала я. Я уходила. Ну да, это только в квартире происходит, кстати. Больше это нигде произойти вообще не может. Строго в квартире. В квартиру заходишь, раз, из квартиры, когда выходишь, там сразу все обрубает, да. Куда-то, я их за порог выставляла, чтобы они наедине в доме не оставались. Гениально. Мама вернулась домой без настроения. Сказала только, А что почему? она рассказала Антонине Александровне о беременности. Даня мне тоже сразу позвонил. Его мама уже немедленно позвала домой. Поговорить, пока нет отца. Дань, ты или что, я не пойму? Стас! Папа мало беседовал? А в чем же дело? Ты чем думал? Дань, я вот хожу, мне сегодня Оксана сказала, я весь день в трансе. Мне тебе голову охота открутить, вот веришь, нет? Ты понимаешь, ты себе жизнь сломал? У тебя планы были. И чё сейчас все? Ты вообще мне хочешь что-то сказать? Что ты молчишь, стоишь? Дань, как так получилось? Я один жду папу. Ну, не знаю. Я там была, я должна знать? Ну ты вообще... У меня слов нету на тебя. Вот честное слово, слов нету. Ну как вот, я не могу представить. У них даже будет семья, ни один, ни другой, не имея никакой специальности, образования, ничего не добившись в жизни, какая-то семья будет. После разговора с мамой Даня даже не позвонил мне. А вечером тетя Тоня позвала маму к себе поговорить и еще раз обсудить всю ситуацию. Оксана, ну как так получилось? Как можно было просмотреть? Ну я Куда что, постоянно просмотреть-то? за ними следить должна? Бегать за ними со свечкой или что? Ой! У них такой период, что их нельзя одних оставлять вообще категорически. Ей Чего? 15, ему 17, у обоих гормоны в башке играют. Сейчас такой опасный период. Оксана всегда говорила, что Уже я безопасно. контролирую, хожу в больницу с Любой, все у нас прекрасно, она еще девочка, нецелованная, не милованная, но вот и доглядела. Надо аборт, Оксана, делать. У них учеба еще как минимум года 2-3 у обоих. Тоня, мое мнение, рожаем. Я, конечно, все понимаю, но я против абортов, и Слушай, я прямо нет. в шоке. У меня Да какое нахер буррито?
Соли мне 2 килограмма. Что происходит? Даже вот слов нету. У меня такие эмоции, я не знаю. Гормоны. Они просто Я перечеркивают в 15 лет из компьютерного клуба не вылезал, сидел. В Counter-Strike рубился и в линягу. свою молодость. Будут у них еще дети. Она молодая, здоровая девчонка. Но в данной ситуации, действительно, я считаю, что им нужно сделать аборт. Что случилось, так случилось, но мне все равно, будут они вместе, не вместе, но я против аборта. Ну, а Максиму как говорить? Я не знаю, как ему сказать. Материнский капитал, он сам себя не... Да. Он им голову подкусывает, аборт. Я не знаю, давайте собирайтесь, вы сами говорите, я не знаю. Я не знаю даже, какая будет у него реакция, что вообще произойдет в нашей семье. Потрясающе. Будет грандиозный скандал. Я боюсь его реакции. Будет просто потрясающе. Когда мама вернулась домой, она рассказала мне, что они с тетей Тоней решили, что нужно рассказать обо всем дяде Максиму, отцу Дани, вместе. Он вернется с командировки через 2 дня, и мы пойдем к ним домой на разговор. Боюсь представить, что мы услышим в свой адрес. Ну, отец, давай. Твой выход. Поехали. Чем дальше идет моя беременность, тем я все хуже себя чувствую. Токсикоз не Ты дает бы не мне об этом нормально думала. жить. Токсикоз. Токсикоз, тебе постоянно плохо, тошнит, блюешь. Утром, днем, вечером. Меня тошнит от всех запахов. Как сосед Хочется мой. закрыть нос и не дышать. Поддержки от Даниила нет вообще. Он Вообще. безразлично относится к моему самочувствию, Быдло. да и к беременности в целом. Я считаю, что в первую очередь он виноват в том, что все так случилось. Но ему вообще будто бы все равно. Я такой человек, так что мне на все. А сегодня Даня пришел ко мне в гости, и я заметила, как он в наглую сидит и рассматривает в социальных сетях фотки разных девушек. Конечно, промолчать я не смогла. И что мы делаем? Что? Что мы смотрим? Я ничего не смотрю. Да, а это что? Ты из меня делаешь или что? Слушайте, вот этот вот завод звезды и каши, это потрясающе. Это, знаете, это вот из разряда вообще фантастики. Вот это вот... А что, ты на нее посмотрел, что ли? Вот. И что? Ты что, в Одноклассниках лайкаешь, да? Что? И что дальше-то? Это значит то, что меня, да, не хватает. Чё, блядь? Почему просто нельзя? Идешь вот по улице, взял, сказал, да ты забудешь через 2 секунды. Почему нельзя, типа, как бы, ну, вместе общаться, там, что-то обсуждать? Зачем из этого делать какую-то, блядь, катастрофу? Что за херня, а? Слушайте, окей, подождите. Это такой, на самом деле, очень интересный социальный вопрос. Еще раз говорю, нас здесь никто не знает, да, в интернетах? В комментариях напишите, как у вас в отношениях. И неважно, сколько вам лет. Типа, будь то парень или девушка, неважно. Короче, вы поняли, ваша вторая половина как реагирует на то, что вы просто, не то, что там вы улыбаетесь, флиртуете, просто, ну, там, я не знаю, посмотрели там на какую-то, допустим, девчонку красивую, ну, или, короче, поняли все наоборот. Как у вас это вообще? Я не понимаю, что в этом такого? С чего ты взяла то, что я что-то смотрю? Я потому слепая не вижу то, что ты каких-то баб смотришь, да? Каких баб? Волшебных, Дань, обычных, каких? Что ты сейчас на ровном месте на меня наезжаешь? А потому это нормально. Да, на девочек я смотрю, но не жаждой. Даня меня выводит на ревность тем, что смотрит. Чего? Девочек я смотрю, но не жаждой. Даня меня выводит на ревность тем, что На девочек я смотрю, но не жаждой. Чего? Даня меня выводит на ревность тем, что смотрит на каких-то девочек. Ну, специально. Он знает, Жаждой. что я не люблю это. Может, ему нравится, что я нервы свои трачу. Я не хочу вообще разговаривать с Даней. Пусть идет и смотрит на других девушек сколько хочет. Я мириться с этим уж точно не собираюсь. Вечером с командировки вернулся дядя Максим. Тетя Тоня ему рассказала о беременности и сразу же позвонила моей маме и сказала, чтобы мы заходили к ним домой на разговор. Боюсь представить, что нас сейчас ждет. А он охотник. Ну, рассказывайте, долго вы хотели молчать. Вот что вы сейчас собираетесь делать? Ты учишься. Вы дальше что делать собираетесь? Че молчишь-то? Сказать нечего, что ли? Сунул, вытащил и пошел, что ли? Ты понимаешь, себе жизнь сломал? И ее жизнь сломал.
Я в шоке. Охота материться. Я не знаю, мне кажется, не надо им будущую судьбу ломать. Пусть все-таки подумай хорошо над абортом. Я уже сказала свое мнение, мы рожаем. Ну что, вот мы родим, она учиться будет. Кто будет с ребенком сидеть? У меня свой еще ребенок маленький. Ничего, как-нибудь. Ничего, как-нибудь так не Я устраивает. воспитала сама ребенка. И Ну, этого а что в поднимем на итоге ты ноги. воспитала? Я тоже. Сколько Я- лет ей? Ладно бы там 17-18 лет было. Ты мне что-то хочешь этим сказать? Что я мать дитя воспитала? Ну, Ставлю на я же мать. получается так. Значит, меня- получается, ты тоже воспитал ребенка. Как это? У меня он дома всегда нормально. Посидели, Ну да. ушли. Максим считает меня виноватой, что я как-то не так воспитала ребенка. Но я считаю, что у меня ребенок воспитан правильно. Если я неправильно воспитала Пограничное ребенка, состояние. то как ты воспитал своего ребенка, если он полез на 15-летнюю, значит, ты неправильно воспитал его. А может быть, ты? После обвинений дяди Максима Нет, в адрес ты. моей мамы, что она меня плохо воспитала, Нет, ты. она не Сам. захотела продолжать разговор. Сам. Развернулась и ушла. Нет, ты. Нет, ты. Единственное, сказала, что мы справимся без них. Но я не понимаю, как мы справимся. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца. Надеюсь, Даня не послушает своих родителей. Я хоть и обиделась на него, что он смотрит в интернете других девушек, но я люблю его и не хочу, чтобы он меня бросил. У меня начался 4-й месяц беременности. Токсикоз практически прошел, и чувствую я себя нормально. Но вот только последнюю неделю хожу без настроения, и все из-за Дани. После ссоры наших родителей он будто бы вообще забыл обо мне. Не звонит, не пишет, в гости не заходит. Сегодня я решила не ждать и сама ему позвонить. Ты где? Гуляю С кем? с другом. Ну, я хотела тебя позвать тоже погулять вообще-то. Ну, я хочу с другом погулять. У тебя на друга только время есть, да? Потом с тобой погуляем, когда время будет. А на меня времени нету, на друга есть, да? Понятно, что с тобой. Давай. Давай. Я не понимаю, почему он проводит время с Они в курсе, то, что можно там: привет, мой дорогой, как сам, как дела, ты где, чему? другом, а не со мной. Мне это не нравится. Как ты думаешь, почему это происходит? В гости у вас квартира напротив, идиоты. Да у меня... Что случилось? Люба беременна. В смысле? Ну, в прямом. И что будет делать? Не знаю, в ступоре. Я в шоке. Ты кто? Ну, я в полнейшем шоке. Как в таком возрасте можно стать отцом? Я бы до такого не довел бы, наверное. Ну, ты хоть понимаешь, что ребенок родится, надо уже там решать что-то, жить вместе? Ну да, я это понимаю. Сейчас просто я сам не могу ничего сообразить. А ты хоть ее любишь? Ну, я вообще Очень. пока не знаю. Я не могу разобраться сейчас. Я прям запутался. Люблю я ее или нет? Хочу я быть с ней? Посмотри видос, как правильно входить в хату. Там очень актуально для тебя может быть, сынок. Ты если сейчас начнешь исполнять, там мама может тоже исполнить немножко с дочкой. Ты смотри аккуратнее, Или родной. нет? Я думаю, Можно много потом об этом, и мне становится сложно. С долго другой стороны, рассказывать. как быть? Она Там уже как бы 15 лет, если что. Там даже не 16, там 15, сынок. беременна. Не бросишь же ее. Ты ее точно не Ближе бросишь, к поверь вечеру мне. я пошла в клинику на первый скрининг. Одна. Ля. Мама на работе и не смогла отпроситься. Я хотела позвать с собой Даню, но он даже не поднял трубку. Конечно, мне обидно. Наверное, я ему не нужна, как и наш будущий ребенок. Я вообще Таню не понимала. Да, его папа и мама не рады моей беременности. Но ему уже 18 лет, он взрослый и должен понимать своими мозгами. Ой, Господи. Я не виновата в том, что забеременела. А он морозится от меня. Да это подло как-то. Как самочувствие? Тошнит, ну, уже Феерично. меньше. Ну и аппетит. Просто потрясающе. Хороший такой, да. Увеличивается, да, с каждым Он у тебя и раньше как бы не сильно хромал. днем. Ну вот здесь нужно быть очень аккуратной, потому что проблемы с лишним весом очень плохо отражаются на течении беременности и потом в родах. Поэтому старайся все-таки считать калории, старайся соблюдать. Поднял рюмку, пей! Осуждаю, чат!
Что несете? какие-то нормативы правильного питания, двигайся побольше, для того, чтобы было правильное развитие и плода, и мамочки. Кушать я люблю. Ну, Тортики там. И как это убрать желание поесть, я не знаю. просто с головой залази, прям вхрючивай, и все. Но раз врач сказал, что надо меньше есть, По пол торта теперь буду. значит, будем меньше есть. Вечером, когда мама вернулась с работы, я ей рассказала, как сходила на скрининг. А как только начала жаловаться на Даниила, к нам домой неожиданно пришли Ой, ёпта. Ну тут с завтрашнего дня начнем худеть. тетя Тоня и дядя Максим. Чай будем пить? Ей это на одного. А что, нельзя, что ли, чай попить? Смотри, я тебе с тортом пришел, а ты что, в честь чего? Вот это сюда. Мы пришли мириться, налаживать наши отношения. Я, конечно, в шоке. Максим пришел... Мне кажется, они бухают все вместе в реальной жизни. 100%. Я тебе просто 500% даю, что вот эти вот они все вместе квасят. Извиняться, да еще и торт принес. Ой, скоро ребеночек. Ну, а что теперь сделаешь? Я против этого, чтобы рожать, но сказали уже поздно. Уже и сроки большие, а дальше будущее никто не знает. А как будет, так и будет. Да и, как Слава говорится, богу, да. все помирились. Надеюсь, разногласий у нас уже в дальнейшем не будет. Нам сейчас надо о другом думать. Ой, Может, пацан будет, вообще классно. мы уже на девку ставки сделали, так что... Начинай. Оставки, мои хорошие! Как вот мне сдержаться от этой чудеснейшей интеграции Винлайна, а? Ставки где делать надо? Правильно. Ай, молодец, а. Так, все, тихо. Тут без рекламы, но в первом закрепленном комментарии... Ой. Конечно, то, что дядя Максим Вовремя, и тетя вовремя, Тоня молодец. приняли мою беременность, хорошо. Но Даня даже не зашел к нам и ничего мне не сказал. Я этого не понимаю, но бегать за ним не собираюсь. Это не в моем характере. Надеюсь, родители повлияют на него, и он извинится за то, что так себя ведет все это время. В Винлайне нет линии, я бы поставил тоже. Вот уже как неделю у меня проснулся зверский аппетит. Я помню рекомендации врача по питанию, но взять себя в руки не могу. Мне постоянно хочется сладкого, жирного и соленого. За день я могу съесть палку колбасы и килограмм конфет. Ёб твою мать, тебя скоро туда корову будут заводить прям на привязи. Палку колбасы, прикинь, за день. А вы знаете, як лев рычит? О, бля! Люк, ну что опять... Почему опять стоит? Там бутерброд. Вот это что такое? Вот это что такое? Еда. Хрючево. Ты целыми днями ешь. Ты понимаешь, что ты поправишься сильно? Я недавно есть приготовила. Я только утром приготовила поесть, пошла на работу. Прихожу с работы, холодильник пустой. А что нельзя есть? Ты должна ходить, должна... Вот это вот тебя сейчас разнесет и все. Двигаться надо, ты понимаешь или нет? Захочу, буду есть, не захочу, не буду. Если я хочу есть, что мне делать? Не есть, что ли? Зачем ко мне цепляться? Мне кажется, что такой аппетит у меня еще из-за стресса, и во всем виноват Даня. Я до сих пор не могу понять, что... В том, что ты в свою пачку все закладываешь, все подряд. Как, я не знаю, блядь, как в шредер, перерабатывающая машинка. Знаете, вот этот вот утилизатор, вот примерно здесь то же самое. И ноги то, что ты сходить помыть не можешь, да, это во всем Дани виноват, 100%. Что у нас с ним за Так и отношения? есть, да. За последний месяц мы виделись от силы 3 раза. Он заходил на 5 минут и быстро уходил. Мы даже ни разу с ним серьезно не поговорили и не Может, он обсудили боится, что наше его съедят? будущее. Я не понимаю, что у него в голове. Последние 2 Что за, я не пойму, за день сурка? Опять тот же самый таз с салатом. недели я замечала такие моменты, что он как-то ее сторонится. Несколько раз было такое, что он мне сказал: мам, если Люба тебе позвонит, скажи, что я сплю. И другой раз, если она тебе позвонит, скажи, что я в ванной. Ма, я как-то запутался в отношениях с Любой. Ну, я не знаю, или расстаться с ней, или нет. Дань, подожди.
Вы ребенка ждете, у вас скоро ребенок родится. Зачем такие поспешные выводы? Расстаться, не расстаться? Давай подожди, подумаем. Ну как, думать-то уже некуда, конечно. Давай Дань говорит, значит, смотри, я тебе тонко намекну. Стоят два стула. посмотрим, что будет дальше. Он, возможно, не понимает то, что сейчас происходит, может, в силу своего возраста. Но все-таки, раз у них ума хватило наделать дел, пусть ума хватит и дальше шагать. В обед мне написал Даня и предложил вместе сходить погулять. Я в шоке. Мы с ним так долго никуда не выходили вместе, у меня прям появилось настроение. Но радовалась я недолго. Пока мы гуляли в парке, я увидела, что Даня снова смотрит на других девушек. Чего это мы опять засматриваемся? На кого я засматриваюсь? На девочек, на кого? На каких девочек? Я ни на кого не засматриваюсь. Да я слепая. Чем мне опять мозги пилишь? А мне надо молчать, по-твоему. Я реально сомневаюсь уже в наших чувствах. Может, тебя вообще не люблю. Серьезно, Дань? Ты говоришь, что я засматриваюсь, а как на тебя смотреть? Ты за собой не следишь. Ну я вообще-то беременна, от тебя ничего нет. Тебе нормально такое говорить? Не очень обидно. Я тебе не верю. Просто в один момент все рухнуло и все. Он тебе уже 3 года назад сказал, хватит жрать! Даня, я не захотела с ним продолжать разговор. Развернулась и ушла. Если он сомневается в своих чувствах, пусть катится на все 4 стороны. Я его не хочу даже знать. Что опять случилось? Что ты опять расстроенная? Что ты опять грустишь? Дельфин просто Да мы с Даней выбил. гуляли, он опять засматривался. Мать, опять колбасу, говорит, идти покупать. Да что ж такое? Не уверен в своих чувствах. Это он тебе сказал? 15 лет, Ну кстати. да. Он не понимает, что ты беременная? Наверное, же не понимает, раз говорит такое. Ну давай я тогда с Тоней поговорю. Дверь просто открыл, туда раз, коробку с конфетами закинул и назад закрыл. Может быть, она с ним поговорит, и тогда что-то Ну. до него дойдет. Но я считаю, конечно, он глуповат еще. Он все еще... И еще Данил детство. слишком глуп. Но Не я видал считаю, это больших зал. неправильно. Так как он мужик, он обязан за все отвечать. Какой он мужик? Ему 17 лет. Он разговаривает, он слова членораздельно не может произносить. Какой он мужик? Кондеи топовые висят. Они в курсе, что к проводам надо эту вешать? Вот такую штуку нет? Просто, ну... Художественный Здорово, фильм. Привет. Я что-то так хотела с тобой поговорить. Я с Любкой разговаривала, ты знаешь, она мне пожаловалась на Даню. Что за... Что это он опять случилось? засматривается на других девчонок? Ну, он по природе, в принципе, мужчина. Ну, как не засматриваться? Для Дани, я считаю, это нормально в возрасте смотреть на девочек. Если девочка красивая, ну, извините, если она хорошо выглядит, Ну. я могу сама обернуться посмотреть. А для парня это, ну, грех не посмотреть. Так, сейчас вот с этого момента давай не будем торопиться. Одну секундочку. Так. Тут в корне все меняется. Посмотреть. Это инстинкт, это норма. Может, у нее на фоне беременности, вот знаешь, раздутое вот это все. Почему он ее упрекает, что она там толстая какая-то? Ну, между нами, знаешь, Любе маленько марафет надо навести. Он парень молодой, может, он из-за этого и засматривается. Да он ей в открытую сказал, хватит жрать, как тварь последняя. Хватит столько жрать, она жрет палку колбасы. Как вообще можно батон колбасы сожрать? Вы же с ума сошли совсем, что ли? Говорит, ну как, ну ты представляешь, палку колбасы съесть, ёпта, за раз. Так а еще мать Хрючева наварила, она и это все сожрала. Ну адекватной нет. Вообще-то ты сама понимаешь прекрасно, да? Беременный ребенок, ему-то тоже питаться надо. Мы тоже были беременны, мы тоже кушали, Вот именно, что-то что мы были хотелось беременны, нам. но так себя не доводили. Кость широкая просто. Откуда ты знаешь, какая я была?
Да, можно любить покушать, но в 15 лет так себя запустить, ну, Ты сейчас вот серьезно? Мы можем поговорить за 35 лет. Ладно, давай поговорим. это нехорошо. Сегодня нет женственности, даже в походке нет женственности. Только не ляпни ничего, пожалуйста. Просто промолчи, ничего не говори, просто молча. Посмотри этот ролик и все. Не надо не останавливать, ничего. Сделай вид, что ты ничего не слышал и не видел. Ой, ладно, я поговорю с Даней, чтобы он лишний раз Любу не нервировал. Но я не верю в то, что он заглядывается. Ну, может, на кого-то и посмотрел. Тоня хороший человек, но у нас с ней на жизнь разные взгляды. Я понимаю, да, 18 лет, хочется и пойти погулять, но будет. Ребенок надо как-то за голову взяться. А солнце всходит и заходит, а в моем свинарничке тепло. Ой-ой. Уже неделю я вообще из дома не выхожу. Тихо! После нашей ссоры с Даней и после его... Уже неделю я вообще... Вот, пожалуйста. О, вот, пожалуйста. Вот, крупным планом телеканал Ю показывает вас. Вот, смотри, с румяными щечками. Вот, пожалуйста, вот. Ну, как бы здесь какие могут быть вопросы? Я вам так скажу, если за первый день, давайте так, уже выясним, да? Если за первый день, после того, как этот ролик выйдет, не наберется по минимуму, давайте, 15 тысяч лайков, значит, вы, вот этот вот дружочек, все, забились. Если наберется, тогда ладно, на один день я признаю, что как бы да. вообще из дома не выхожу. После нашей ссоры с Даней и после его заявления, что он со мной... Ладно, в телеге Heart Inside напишу, так уж и быть. Мало сказал. 15 наберете за несколько часов. Так, нет, тихо, не наберете. Все, хорошо. сомневается в своих чувствах, мне ничего не хочется. Я люблю этого человека, а он так подло со мной поступил. Я надеялась, что, может, Даня хотя бы придет извиниться и заберет свои слова обратно. Но, походу, я этого не дождусь. Все играешь? А? Ноги хоть сдвинь, дайте посижу, хоть поговорю хоть немного. Ну что там, как у тебя? Плохо. Что случилось? Люба мозги пилит. А ты что? Ничего, что я? Мискузи. Я не знаю, что мне делать. Да? Мириться не собираешься? Помирюсь. Когда? Потом. Когда потом? Когда подумаю, и она подумает. Правда, ладно. что ли? Я, наверное, сейчас пойду в это... Ты чё? Я найду, что придумать, чтобы ты Разочек быстрее тебя помирился. всадить, Так что вперед. Хвост трубой и вперед. На меня Ну, все нужно давят. Да, я в каких-то моментах виноват, но это моя жизнь. Я не пойму, вы, блядь, вы туда на алтарь дань, что ли, приносите или что? Как вы это делаете? Ну вы идиоты, вы же сами говорите, что человек набрал лишние килограммы. Вы торты носите, вы эти кексы носите. Вы что, сумасшедшие совсем? Да нет, отстань от меня. Ну, извини, ты 2 торта, ёб, какой отстань? вкусненькие пироженки принес. Пироженки? И что, ты хочешь меня этим подкупить как-то? Вот если бы торт принес, Нет, ну извини. или колбасы. Нет, больше такого не буду. Нет, может, такого не буду. Ну, извини. Ты у меня самая красивая. Ну, извини. Прощаешь? Последний раз. Зато из-за пироженок. Конечно, мне приятно, что Даня попросил прощения. Я ждала Тебе приятно, этого. что тебе кексы Надеюсь, принесли. он искренен. И тогда в парке просто вспылил. Я хочу, чтобы в наших отношениях все наладилось. Представляешь, какая она в 30 будет, если она за голову не возьмется. Не могу поверить, что уже прошло больше половины беременности. Самочувствие хорошее, уже полноценно ощущаю шевеление и толчки. А сегодня с мамой мы пошли на второй скрининг. К сожалению, Даня не смог пойти с нами. Личино так как они двигается. с мамой поехали по делам. Но мы договорились, что Идет сразу движение. им позвоним. Сегодня очень важный день. Нам сообщат пол ребенка. Я считаю, у Любахи это будет
100% мальчик. Дай бог, чтобы он родился. Килограмм на 5 на 6. Здоровый. Я, как и мама, хочу, чтобы у меня был сын. Я Ведь с рогаю. мальчиками проще. А вот Девочки, родители я Данилы рогаю. и сам Даня хочет, чтобы родилась девочка. Тихо! Будем надеяться, что у нас будет мальчик. Давайте смотреть. Ну не тяни, ёпта! Ну, у вас чудесная девочка. Нет. Нет, не может. Я еще раз напоминаю, это видео когда-то посмотрит ребенок. Вы, суки, сначала не были рады, хотели сделать аборт, потом вы не обрадовались, что это девочка. Бля, вы вообще конченые, реально. Давайте еще раз посмотрим. Может, Давайте там смотреть вместе с пипися вами. выросла у нас. Давайте смотреть вместе с вами. Вот, посмотрите, пожалуйста. Не надо. Здесь очень явно видно, что пол женский. И я вас поздравляю. Расстройство, конечно. Я ждала внука. Но неважно. Внучка так внучка. Главное, чтобы была здоровая. Я хотела мальчика, но и девочка тоже классная, я не расстраиваюсь. А как обстоят дела с весом? Ну что, кушает она много у меня. Не знаю, что с ней делать уже. Ну, это плохо. Почему такой сильный аппетит? Я хочу есть, я не знаю. Нужно обязательно Я хочу пиццу. контролировать правильный набор веса, иначе в родах будет тяжело, потому что сейчас наступает Значит, ты в роддоме разлетишься, как этот, по всем углам, не соберут. тот срок, когда очень быстро начнет развиваться плод. И если плод будет большой, то в родах будут проблемы. Меня уже просто все достали. Мой лишний вес меня устраивает. Сколько можно это слушать? Конечно, ради своей будущей дочери я постараюсь меньше есть. Мы уже где-то это слышали. Но Месяцев 5 назад. обещать ничего не могу, так как у меня действительно сильный аппетит, и сдерживаться мне сложно. Сразу после больницы мама позвонила рассказать тете Тоне, что у нее будет внучка. Я даже вот нисколько не сомневалась. Девчонка, вы... Да, Эй, молодец! Давай, говорит, наливай. да. Здорово, О. слушай. Ну все, ты проставляешься. Наверное, О, с первого дня, когда они мне мать сказали, только что зашилась. беременна, Куда я проставляешься-то? сразу знала, что будет девочка. А только торпеду вшила. Какая-то интуиция, третий глаз. Галя, Я видела, жрать! что у моего сына будет дочка. Я хочу девочку, даже не знаю почему, но Ты я уже захотел всё равно девочку. хочу девочку. Больной. Вечером, в честь того, что мы узнали пол ребенка, Даня меня пригласил в кафе. Я решила, что это прекрасный повод поговорить с Чтобы заказать торт. ним о том, что нам нужно пожениться и снять для нас квартиру, жить отдельно от родителей. Я считаю, что это правильно. Что ты думаешь, что у нас дальше будет свадьба или отдельно жить будем? Эти его инсульт Какая сейчас свадьба, хватит. какое жить от родителей. Я без работы, мне сначала надо закончить практику, потом только задуматься о работе, о жилье, во всем. Я хочу, чтобы ребенок в браке, наверное, родился. Ну, а я что сейчас делал? Мне кинуть практику и устроиться на работу? Совмещать. И то, и то. Да, практику совмещать с работой я ночами буду работать. Ну, а как Да. И чё? А? тогда по-другому? Сколько ждать придется? Пока я практику закончу. Ну, когда это будет? Лет через 5. Что ты мне сейчас опять вот мозги делаешь? Ну, может, тебя не устраивает? Может, я тебя не устраиваю? Может, ты не хочешь? Офигеть, он даже об этом не думал. Как будто какой-то глупый. Как можно ждать ребенка и жить отдельно? Я поступила на актерские курсы актерского мастерства. Я актриса. Эмоции — это мое все. Это моя жизнь. Вот сейчас я изображаю эмоцию радостную. Сейчас я буду грустить. Я поняла, Блять, как из «Сумерек» эта актриса, которая у нее всегда одна эмоция. что продолжать разговор с Даней по поводу свадьбы и совместного проживания абсолютно бессмысленно. Абсолютно. Так как он этого не хочет. Поэтому мы молча посидели в кафе и поехали домой. Я рассказала маме, что Даня не хочет жениться и не планирует съезжаться. Ей тоже это не понравилось.
Мама пообещала, что поговорит обо мне с Даниилом, с тетей Тоней, когда соберется с мыслями. Слушай, я что пришла? Может быть, насчет свадьбы поговорим? Как-то, Давай, чтоб дети наши наливай. сошлись. Поговорим. Вот ты вечно такой думаешь. Почему? Я не знаю, я против. Какая сейчас, Оксан, женитьба? Он учится. Вот сейчас все мысли только об учебе, чтобы он ее закончил. Вот точно сейчас не до женитьбы. Я не считаю сейчас это нужным. Нет, нехорошая идея. Я говорю, ты подумаешь, вечно не то. Давай все-таки подождем, и как оно будет, так будет. Да Будет просто жить, это- и родится лялька, распишутся. Чего вот это наперед загадывать? Оксана еще не понимает, что все-таки они дети. Тут нужен какой-то и жизненный опыт. Мне Это очень осознанно страшно. должно быть. Очень Они еще не страшно. зарабатывают. Вот когда начнут зарабатывать, тогда будет разговор. А сейчас ни копейки за душой. Что они хотят? Я считаю, что свадьба должна быть. Брак, я считаю, что это ответственность. Можно Он взять как-то, кредит на свадьбу. более привязывает друг к другу. На Немножко отца. подождем. Они придут сами к этому решению. Ну, я подтолкну немножко. Люба мозги постоянно пилит. Говорит, надо квартиру снимать. Я еще не работаю, видишь? Обижается постоянно на что-то. Ну, конечно, что ты хотел? Надо уже работать 24/7. Ты мне зачем чтобы это говоришь? обеспечивать дочку, девушку. Ну, может, она свадьбы хочет серьезных Нассали, что ли, отношений, друг то, другу что в ты стакан? внимание Или уделял чё? ей. Может, тебе предложение есть сделать? Пока не знаю. Ну, я считаю, то, что ребятам надо уже расписываться, то, что ребенок уже будет, уже семья. Но я пока к этому не готов. Я не уверен в том, что хочу, чтобы Люба была моей женой. А жениться из-за того, что она беременна, это не вариант. Я не хочу так. И съезжаться тоже не хочу. Чем ближе к родам, тем мое О! моральное состояние становится все хуже. Я думаю о будущем и не понимаю, каким оно И будет. ем. В наших отношениях с бесконечно. Таней всё так же глухо. Живем раздельно, про свадьбу я уже вообще перестала думать. Мне очень грустно, и я делюсь этим с мамой. Он как-то несерьезно ко всему относится. Скоро ребенок будет, а он не хочет ничего. Я не знаю, что с ним делать. Ты представляешь, Я что там тебя творится? понимаю. Ну, Я пацан тоже как с на мамой пороховой бочке сидит. разговаривала. Она сказала, что сыночку надо доучиться. Вы сами себе, и попортили жизнь, она сказала. Ну, там мать одна единственная здравая, она правильные вещи говорит. Если этот Даунил, он не доучится, то потом я не знаю, где деньги будете брать. Ну, хоть как-то не доучится, хоть на что-то. Сказала, давай не будем гнать коней вперед. Пусть будет, как будет. Я не знаю, что да. как будет дальше. Думаю, все у нас будет хорошо. А я не понимаю, Всё как хорошо. будет, и поэтому мне тяжело. На днях Даня сдал все Всё экзамены хорошо. в колледже. Теперь он целыми днями ничего не делает и работу так и не ищет. А что ты о дальнейшем думаешь? Что я могу думать? Ничего. Ну что, работа есть? Нету ничего. Нету? Нет, конечно. А не желаешь со мной проработать? Не знаю, можно. Как можно? Нужно. Хорошо. Ну все, тогда начальству говорю, что ты завтра выходишь уже со мной. Не хочу работать, честно. Не хочу никому не помогать. Просто, чтобы мне помогали. Скоро, сынок, жизнь тебя... Вечером нас с мамой в гости позвала тетя Тоня. От сиси Она рассказала, оторветесь. что пока у Даниила каникулы, он будет работать вместе со своим папой на стройке. Я обрадовалась. Наконец-то Даня начнет зарабатывать деньги, и в будущем мы сможем снять квартиру. А Даня-то как А обрадовался. еще сегодня тетя Тоня предложила выбрать имя для нашей малышки. Ты что, когда не думаешь? У тебя Ты куда лезешь-то, ёпта? Чего? Мамы выбирают имя... Что? Господи. есть что-то навскидку? София, Арина или Ева? Ларнета. Любое имя, только не София. Мне не нравится это имя. У меня подружка была... Я ее больше в жизни сейчас ненавижу. Ее зовут София, поэтому... Софья Дани.
А вот в чате уважаемые люди, между прочим, пишут, а она не хочет перестать жрать и поработать удаленно. Нет, это другое. Это нет, не то. Ну, звучит неплохо. Тарталетта. Арина Даниловна, мне кажется, лучше звучит. Ну, у нас Софийки там друзья есть, а тут Арина ни у кого нету. Может быть, все-таки Александра Тортилья. Даниловна. Шура. Вот маленький ребеночек, ты и Шура будешь говорить. Вот у меня Шура сочетается с баба Шурой. Ну, какая Шура? Нет, нет. Наверное, Арина, да, Даня? Да, наверное. Ну, все, Арина Даниловна, значит. Я ничего не хочу говорить. Насчет это... имени, я считаю, мне по барабану там, ну как, ну хотят, пусть выбирают. Эй, мне ты. главное, чтобы был здоровый Или просто ребенок, эй. всё. Я не знаю, вот у меня у малого, да, Михаил, я говорю, малой, слышь, иди сюда. Подожди, а как у нас обычно? Я говорю, да, малой, говорю, иди сюда. Эй, вот, не знаю, и так проще. Не, я обычно говорю, там, Владик, сыночек, иди сюда, он там, да. Мишенька, давай возьми Владика, иди сюда, не да, сейчас докачаемся, говорю, О, сейчас, говорит, идем. Все, ведет за руку. Все нормально, все хорошо сразу, зато все сразу бегут все. Все У любят папу. меня началась 35-я неделя беременности. Просто Аппетит воу. пришел в норму. Согласно рекомендациям врачей, У меня, говорит, началась 35-я неделя беременности. Аппетит пришел в норму. Наполеон. Поехали. Это медовик, прошу прощения. стараюсь есть по графику не больше 4 раз в день. Но чувствую я себя все равно слоном, так как живот уже очень большой. Я в основном лежу, так как уже Представляешь, Сабин палку колбасы жрет в одну харю. Палка, представляешь, залетает туда, как в бездонную бочку. тяжело стало. Понемногу начинаю разговаривать. Прошу быстрее, чтобы вылезла, чтобы поскорее увидеться. Даниил работает уже Это кот седой. Видел? Смотри. Чтобы вылезла, чтобы поскорее Чтоб увидеться. вылезла. Я также всегда, помню, в KFC нажрался этих крыльев острых. Наспор 50 штук. На скорость заточили. Я также сидел, говорю, поскорее бы, чтобы все вылезло, да. Не об этом речь. Кот седой, смотри. Даниил работает уже больше месяца. Он Перенервничал. даже получил первую зарплату – 30 тысяч рублей. Эти деньги мы потратим на покупку кроватки и коляски для дочки. Видимся мы с Даней редко, так как сейчас у него Я предлагаю, пора вздрачнуть мозг Дани, сказать, что надо видеться чаще. Пора это. практически нет выходных. Мне даже его жалко становится. Ты не показывал им того кота? Сейчас вас разорвет всех. Сейчас я в Hard Insight, в Телеграм наш закину такую разрывную. Иногда мне кажется, что в кота запихнули человека. Вот вроде он кот, а на морду он, знаешь, как будто в нем человек застрял. Скину в наш Телеграм-канал, да, вот в Hard Insight, да. Закинул. Посмотри, пожалуйста. Ну ты представляешь, ты домой приходишь, вот, и так все в говне. Представляешь, вот такой кот тебя встречает. Но это же просто, это добрый вечер. Это, понимаешь, это вот, ну, как вот какая-то безысходность. Я работаю, могу работать неделю, могу вообще 2 недели без выходных. На солнце очень тяжело, и плюс еще тяжести, тяжелая работа. Не переживай, Но сынок. сегодня Даня И отпросился с двери, работы, и мы окошечки вместе с ним носили. пошли на 3-й финальный перед родами скрининг. Я рада, что в такой важный момент он будет рядом со мной. Даня даже сказал, что будет снимать скрининг на память. К тому же тетя Тоня его об этом попросила. Головной мозг развит правильно. Сейчас измеряем мозжечок. Соответствует сроку беременности. Это сердцебиение вашего ребеночка. 127 ударов в минуту. Сколько? Как и положено. Еще раз попробую сделать 3D. Вот так вот немножечко видно ляльку нашу. У меня внутри все перевернулось, это мой ребенок, и не верю Помнишь, как в фильме «Нечто»? Не надо. глазам. В плаценте есть расширенное межворсинчатое пространство. Я никогда не понимал, чему там восхищаться. Чему, ну, за любой здоровый мужик, ты представляешь, вот это вот. В плаценте Смотри, есть плацента. расширенное Это мой Смотри, ребенок, смотри. я не верю. нашу. Смотри, посмотри.
Как спать теперь? Чему я должен умиляться-то? Чему там в фильмах ужасов такое не насмотришься? Очень страшно, очень страшно. Это нам такое не надо. У меня внутри все перевернулось, это мой ребенок, и не Как Фредди верю Крюгер. глазам. В плаценте есть расширенное межворсинчатое пространство. Скажите, Что? у вас низкого давления, анемии нет? Нет, она жрет много. Нет. Хорошо. Расширенное межворсинчатое пространство плаценты – это не страшно, бывает достаточно часто. Просто мы наблюдаем это состояние. Межворсинчатое пространство. Врач сказала, Пошел. что осмотр мне проведут уже в роддоме, но переживать необходимости нет. В рот Это никак мелодия, не Дэвид повлияет Бой. на здоровье нашей дочки. А? После больницы Даня быстро убежал на работу, а я поехала домой. Ну, он раз на работу устроился, может быть, все-таки пусть ребята съедутся. Оксан, мне кажется, все-таки рано еще Опять пока с пучком. об этом думать. Сейчас у нас коляски, кроватки. Давай лучше вот на это денег подкопим. Здравые Они как здравые бы вещи всё равно говорит. рядом живут. Они и так целыми днями видятся. Смысл от их вот съехаться, ну, я не вижу смысла. Данечка в курсе, что скоро его ждет новый аттракцион неслыханной щедрости? Какой? Ну, не знаю, так бы они бы уже сами как-то, Их не понимаешь, уже, ну как, вот сейчас поживут чуть-чуть, вместе попробуют как это все. И уже с Здравствуй, Лялькой Даня, в вместе начнут. сапогах. Успеют они еще нажиться, успеют нажиться. Та-та-та-ра-та-ра-та. Давай сначала подумаем о том, что ребенку приданое надо. Как минимум колясочки, кроваточки, распашоночки, пеленочки. Ты сейчас начни это все покупать, у тебя волосы дыбом встанут. Я не понимаю, почему она, ну, меня не понимает, что я хочу, чтобы дети были вместе. Им надо уже как-то серьезно моё ставить приданое? отношения, а не так, что я ушел от тебя на 3-4 дня, на неделю, на месяц. Завтра я пришел, и вот это вот Здравствуй, перебежки небо, туда-сюда, в домой, я облаках. считаю, это неправильно. Здравствуй, Даня, в сапогах. Пропади моя тоска. Вот он Мама я, рассказала привет, мне, что Васька. тетя Тоня Та-та. по-прежнему не хочет, чтобы мы с Даней съезжались. А я уже на это и не надеюсь. И Скоро решила не личинка париться по вылезет, этому вы всё. поводу. Если Даня жить вместе не хочет, то заставлять его это делать глупо. Так, давай вот без вот этого. Так, и как всегда, ребенок родился. Все хорошо. Арина на 4 килограмма выплюнула. Пожалуйста. Мне дали время после родов отдохнуть до Так, вечера. мы не будем эти Ночью страшилки я буду смотреть. находиться уже с дочерью. Ну, сейчас сидят люди уважаемые, кушают зрители. Чего вы в чате? Сейчас сидят, кушают люди, а тут... Тяните его! А ребенок оттуда орет. Я не хочу! Чего? Не надо нам такое. У меня не было сил Страшно, говорить очень по страшно. телефону. Поэтому я набрала Даню и маму на полминуты. Сообщила, что родила и что все хорошо. Они меня поздравили и были очень рады. Таня самая счастливая. Вот и настал самый долгожданный день моей жизни. Сегодня нас выписывают домой. 3 дня я с дочкой пролежала вдвоем в палате. Сразу видно счастливая. Врачи заходили редко. Я уже поняла, что быть мамой очень сложно. Самое сложное сейчас это не спать ночами. Потому что она не спит, я не сплю. Эх, сейчас бы Плачет постоянно. колбаски. Даешь грудь, и она не успокаивает. Даешь лекарства тоже. И соска тоже не помогает. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Малышка, она копия Люба. Цвет волос, цвет глаз, там, не знаю, носик, ротик. Копия Люба. Наверное, Люба, когда родилась, тоже была сильно симпатичной. Папа, поздравляю. Растите большими и здоровыми. Приходите к нам еще. Взял ее на руки и понял, что это мое. У меня внутри все перевернулось, это мой ребенок, и не верю глазам. Это так классно быть отцом. Еще раз эту фразу скажи, пожалуйста, для памяти. Это так классно быть отцом. Я не верю тебе.
Я еще до конца не привыкла к мысли о том, что я бабушка. Ну, серьезно, еще нет осознания того, что это вот моя последующая Это что реально? Ой, мать, какая... следующая кровинка. Ты что это? Подожди, это ко мне что? Вот так же вот это мне вот с этой палкой придут? Ко мне вот с этими вот придут когда-то? Серьезно? Так это уже... Это уже сколько ему? 9 лет уже. Это сейчас не заметишь как? Через это... Вот это вот. Здравствуйте, я Настенька. Ебать, класс. Господи, в кого что такая страшненькая-то? Ой, бля. Это, ты представляешь, это начнется это. А как? Подожди, а как мне реагировать? Мне кажется, мне плохо сразу станет. Я закончу сразу там же. А там второй потом также придет. Я сразу скажу: поработать надо, батенька! Собираемся, одна, вторая, туда, вперед! Да, эти говна подметать или еще что-нибудь. Да, а то поедете на южный берег Северного моря. Беременности, что быть мамой настолько сложно. Ёпта. Я все еще не могу привыкнуть и осознать, что моя жизнь настолько сильно перевернулась. Я кормлю грудью, так как мама сразу сказала, что если будет молоко, то мы будем кормить молоком, так как смеси не всем подходят. Ты грудью кормишь, ты футболку хоть подними. Ты че, мать, ты там точно за тобой смотрят? Ты кем кормишь там? Ходит и может аллергия быть. Из-за того, что я кормлю грудью, мне приходится следить за своим питанием. Мне не нравится, что сейчас в большей части мне все нельзя. Можно только, грудку там отварное, жареное нельзя, пареное можно. Если бы не мама, мне Они ее тортом надрачивают. Специально торт, это выдержка, тест на выдержку. кажется, я А им потом голову откусят. уже сошла с ума. Ариша неспокойный ребенок, часто плачет. Правда? А дети вообще, только твой ребенок плачет, да. Я первый год вообще никогда. Я никогда даже не слышал ни разу. А потом, когда второй появился, тоже еще один год, вообще никогда не слышал. Ни ночами, ни днями, никогда не плакал. Все молча лежали, да. В стену смотрели. Иди, моя хорошая, моя Мне приходится помогать Любе, потому что 15 лет это 15 лет, она еще сама ребенок. Я уже устала, что постоянно ребенок у меня. Даня целыми днями пропадает на работе. Вечером заходит на 5 минут. От него нет никакой помощи, даже когда у него выходной. Но даже сейчас плачет, ты не можешь ее взять. Не подходишь, ничего, я сама опять все. Я недавно только с работы пришел. Я могу отдохнуть? А я весь день с ней сижу. Я тоже хочу отдохнуть. Я устал на работе. Я могу прийти домой А я чуть-чуть не отдохнуть? устаю дома. Я, наверное, лежу просто так на диване. У тебя есть мама, которая может тебе помочь. А ты для чего тогда? Который ей и так помогает, если что. Да ты мне уже... Да ты дело сделал, и теперь сиди, чтоб мама сидела, говоришь. Да, против твоей воли он это дело сделал. Против твоей воли. Уй, какой плохой мальчик, да. Я пришел с работы, не могу чуть-чуть в телефоне посидеть, я не пойму. Ты в нем вечно сидишь. Мозги пилить. Ага. Меня раздражает, что Таня приходит с работы. Никакой помощи. Я где-то это говорил. С ребенком. Я где-то уже слышал Плачет, это. рядом лежит с ним. А он даже не может встать ее и успокоить, взять на руки. У вас проблемы какие-то? Ну, то, что Люба мозги пилит, то, что я не помогаю ей. Якобы она одна не справляется, мозги мне пилит. Ну, не знаю, объясни Любе, что ты учишься, работаешь. Но в любом случае, после работы приходишь, ты помоги ей. Она тоже целыми днями устает и ночами устает. Но как минимум хотя бы после работы вечером проводи с ними время, помогай ей. Ты пойми, что ей тоже тяжело. Но Люба сама еще не взрослая женщина. Она сама еще девушка молодая. Ей тяжело. Ариша к месяцу стала более спокойной. Теперь она не так часто плачет и даже нормально спит ночью, чему я очень рада. Но особенно я счастлива, что Даня последнее время стал более внимательным, и мы вместе проводим время с нашей дочкой. Ты можешь на улицу выйти, хоть немножко накраситься? Но это просто, блядь, это какая-то кунсткамера, ну честное слово. Ну что ж с вами происходит-то? Ну волосики расчеши, ну
Немножко, я не знаю, там глазки подведи, что-нибудь сделай. Ну это же просто, ну ёб твою мать, ну ты что с вами происходит-то? Давай договоримся о обязанности. Распределить обязанности, кто что будет делать? Да. Ну, давай, самое главное, тебе, да, мне кажется, работу поменять, чтобы ты приходил с работы, у тебя было больше времени. По поводу работы я подумаю. Давай, я буду приходить, помогать тебе. Хоть немножко, чтобы я хоть что-то дома сделала, ты посидишь, а я буду... Потом я заберу. Да, хорошо. Я понял, что не готов пока быть отцом и мужем, но я люблю свою дочку и готов помогать Любе, но жениться мне еще рано. Сейчас я поняла, что Даня не готов к семейной жизни. Он еще сам ребенок. Да, он старается помогать мне с Аришей, но положиться я на него не могу. И я уже не уверена, хочу ли я быть с ним, жить вместе, выходить за него замуж. Для меня Эх, сейчас бы вот так вот забыть про все проблемы, засадить бы тортик с палкой колбасы, вот это да. это сейчас не важно. Самое главное – это моя дочь. Я хочу посоветовать всем девочкам, которые оказались в такой же ситуации. Раз уж так произошло, самое главное обдумать, надо ли это. Так как ребенок это не так уж и легко, это не в куклы. Пока девочка пытается 3 слова в одно предложение собрать, я нашим девочкам, которые могут смотреть, да, в юном возрасте, мне скажу одно. Хватит страдать херней! Не верьте вот этим шалопаям, они приходят, потом начинается вот это вот. Да, я разочек, не разочек. Строго все. Эти выучиться сначала. Куда вы премся? В 15 лет. Ну-ка быстро все там эти, даже если там где-то шоркаетесь, чтоб, да. И помните, вот потом будете сидеть. С глазами своими пучеглазыми смотреть. Все потом в ахере будут, и родители, и все. Чтоб сначала учеба, потом вот эти все, вот эти, с додиками вашими, друзьями этими смешными. Так что и обязательно не вот это вот я успею. Куда он успеет? В школу не успевает, с институтом. Успеет он. Чтоб все предохранялись. Приду, проверю. Я не хочу! Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.